Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу еще раз поднять тему и показать, как это сделано у меня, о зимней вентиляции. Часто задают вопросы, как открыты на зиму литки, верхние, нижние. Поэтому, я уже показывал в предыдущих видео, но тем не менее. Значит, на зиму у меня в основном все ульи оборудованы таким образом, что на зиму я вот ставлю такую наклонную досточку, которая позволяет защитить от снега. Снег здесь уходит, не остается. И от ветра. Бывают сильные морозные ветра. Ветер тогда не задувает литок. Литок нижний полностью открыт. Полностью. Если пчелки там заделывают прополисом внизу, то я это все полностью вычищаю, чтобы был полностью открытый литок. Ну и потом, естественно, зимой приходится подмор периодически вычищать, чтобы этот нижний литок не забивался. То есть, еще раз, полностью открытый, только стоит защита от мышей и вот от ветра, снега. Если не будет такой наклонной досточки, обычно сюда падает снег, и вот это все, шапка такая снежная будет лежать, препятствует нормальной вентиляции. Так, есть верхний литок. Как правило, стоит такая верандочка. Верандочка со стеклом. Это для того, что иногда бывает, что сильно достают синички. И синичка подлетает, садится, клюнет, раз, клюнет, два, пчелка выскакивает, съела, следующую. И бывает так, что если клуб пчел ближе расположен к литку, то достаточно много выклевывают. Приезжаешь зимой и очень много видишь крылышки и остатки пчел где-то вокруг дерева. Поэтому вот такая конструкция помогает защитить, во-первых, от ветра, еще раз от ветра, вот, и основное это защита от синички. Боковые литки тоже самое открыты через вот такую решеточку. Боковой, то есть клуб вот здесь расположен, сейчас посмотрим, и верхний то же самое. Это здесь идет вентиляция уже внутри улья. То есть эта вентиляция проходит через клуб, вот, и с боков от клуба, там, где расположены рамки, а здесь вентилируется сам улей, чтобы влага уходила. Вот, еще раз покажу здесь. Значит, у меня вентиляция в крыше во всех ульях. И надо так укладывать зимой вентиляцию, чтобы не перекрыть вот эту под крышей, вентиляцию под крышей. Ну и здесь вот я покажу изнутри. Значит, здесь вот это расположен клуб, стоят рамочки, там защита стоит. А здесь вот я показываю верхний литочек и нижний литочек. То же самое, отсюда идет вентиляция, вот, и выходит она под крышу через вот эти вентиляционные отверстия. Так достигается то, что целую зиму здесь будет сухо. Сухо, а клуб отдельно еще защищен. То есть, чтобы не было сквозняка. Вот, то есть, вот такая вентиляция. Хочу показать, что не всем достается такая роскошь. Например, в этом улье я в этом году пустил зимовать две семейки, слабенькие семейки, через сплошную перегородку. Я показывал, как пересаживал сюда семейку раньше в видео. И здесь что? Значит, у меня предусмотрена такая защита вот только для одной семьи. Наклонная досточка стоит. Вот то же самое, открыт нижний литок полностью. Вот. И сверху верандочка. Эта семья, не было предусмотрено, я уже не хочу их трогать, ворушить сейчас. Вот, то есть так вот они и будут зимовать. Верхний литочек открыт на 2-3 пчелки, нижний полностью так и будет открыт. Как показала практика, в принципе, достаточно нормально зимуют и так. Лучше, конечно, сделать защиту, но если нету такой возможности, то в наших условиях, это Киевская область, Украина, в принципе, таких сильных морозов не бывает. То есть вполне нормально могут перезимовать. И лучше всего
Как показала практика, вот я делал такие ульи, показывал их изготовление, и сразу было у меня предусмотрено вот такие откидывающиеся прилетные досточки. Вот с ними лучше всего. Не надо их снимать, куда-то переносить, потом ставить. Вот просто на зиму, опять же, ставится защита от мышей. Полностью также открыта. Поднимается наклонная досточка. Одна, вторая, и все. Вентиляция идет. Снег, ветер туда не попадает. Сверху, ну вот таким вот образом тоже там на 2-3 пчелки, для того, чтобы, если будут зимние оттепели, чтобы пчелки могли облетаться. Ну вот в принципе все, что я хотел рассказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.